Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня хочу показать вам, как я связала вот такие вот интересные, симпатичные пинеточки. Они с отворотиком. Здесь у нас продет шнурочек. И сейчас замеряем, сколько тут сантиметров. 11,5 сантиметров. Это где-то на 4-7 месяцев. Ножки разные, поэтому я не могу гарантировать именно, что это пинеточка на этот возраст. Так, спицы 3,25. Пряжу я взяла двух цветов. Это пряжа Астра. Мы уже вязали с этой пряжи. Тоже желтые и беленькие. Только там было больше желтого, чем белого. 250 метров в 100 граммах здесь. Я начинала вязать с белой ниточки. И набрала на спицы 32 петли. Набираем 32 петли и провязываем один ряд лицевыми петлями. Кромочную мы снимаем, а последнюю кромочную провязываем изнаночной. 5. Вытаскиваем одну спицу, снимаем кромочную, дальше вяжем все петли лицевые, довязываем до конца ряда, последняя петля изнаночная. Со следующего ряда мы будем делать прибавки для подошвы. Снимаем кромочную, провязываем одну лицевую, делаем накид и вяжем 13 петель. Снова делаем накид, провязываем 2, это средняя часть, вот здесь у нас 2, снова накид, 13, остается 2 петли, накид, 1 лицевая. И, как обычно, последняя кромочная петля. После того, как мы сделали ряд с накидами, провязали, следующий ряд мы эти накиды провязываем вот за заднюю стеночку. Вот так вот. Петля перекручивается. У нас тут 4 накида. Все 4 накида мы провязываем именно вот так. Дальше эти ряды я вам показывать не буду. Вот второй накид. Теперь 2 провязываем, средняя, 3 накид. За заднюю стеночку вяжем. Эти ниточки можете связать даже те рукодельницы, которые умеют вязать лицевую и изнаночную петлю, потому что этот весь пинеточек связан именно этими петлями. И вот 4 петля мы вяжем за заднюю стеночку. Дальше лицевая и кромочная. Вторая прибавочка. Снимаем кромочную, провязываем уже 2 петли. Потом делаем накид и вяжем также 13 петель. Накид 4.
накид 13, накид 2 и последняя кромочная. В следующий ряд вяжем все петли лицевые, накиды за заднюю стеночку. Дальше третья прибавочка, снимаем кромочную, провязываем 3, с кромочной получается 4, накид 13, накид 6, накид 13, накид 3 и кромочная. Если вам нужен размер больше или меньше, то внизу под видео есть ссылочка, где у меня есть видео, как увеличить или уменьшить размер подошвы. Зайдите, посмотрите, может кому-то надо и больше размер. Четвертая прибавочка, всего их будет 5. Снимаем кромочную, провязываем 4, накид 13, накид 8, накид 13, накид 4, следующий ряд все петли лицевые. И последняя прибавочка, снимаем кромочную, далее вяжем 5 петель, накид 13, накид 10, накид 13, накид 5, и назад вяжем все петли лицевые. Один ряд вяжем лицевыми петлями. Так, подошва наша готова. Вот места, где мы добавляли петли, делали накиды, и вот место, где мы делали накиды. И благодаря этим накидам у нас получилась вот такая вот симпатичная подошвка, кругленькая. Так, теперь берем, хвостик у нас один слева, один справа. Теперь берем другой цвет, провязываем первую петлю. И вяжем 4 ряда чулочной вязкой, то есть один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Вяжем в одну сторону в другую, в одну сторону в другую, 4 ряда.
Провязали мы 4 ряда. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Теперь нам нужно зубчики сделать. Снимаем кромочную. Дальше провязываем 2 вместе одной лицевой и накид. 2 вместе одной лицевой и накид. Накид можете делать как вам удобно. Можете так, можете так. Так вяжем до конца ряда. И в конце ряда накид и кромочная. Следующий ряд по изнаночной. Мы вяжем все петли изнаночные. Накиды вяжем обычной петлей, не перекручивая, чтобы были дырочки. Вот так вот дырочки нам нужны. И затем еще раз провяжем ряд лицевыми и ряд изнаночными. Провязали ряд лицевыми, и последний ряд мы вяжем по изнаночной стороне изнаночными. Если вы умеете, значит провяжите этот ряд классической, вот так вот петлей. Вот так вот. Если у вас не получается или вы не умеете, значит вяжите просто вот обыкновенной вот такой бабушкиной петлей. Но потом вам придется переворачивать каждую петлю. Разницы нет. Удобнее просто будет, если вы провяжете вот так вот классической петлей. У кого не получится, значит вяжите бабушкиной петлей. Итак, у нас провязан ряд. Теперь смотрим внимательно. Переворачиваем на изнаночную сторону, и видим вот ряд, который вот мы соединяли 2 цвета. Берем вот эту крайнюю белую ниточку, вот кромочную, и одеваем ее на спицу. Вот так. Берем желтую ниточку, какой у вас там второй цвет. И провязываем вместе с желтой вот эти 2 петли, одну лицевой вместе. Провязали. Теперь, кто вязал обыкновенной бабушкиной петлей, у вас петли лежат вот так. Вам нужно перевернуть и вот так вот переодеть ее. Затем придерживаем пальцем ее, рабочую ниточку наверх, разворачиваем и поднимаем вот эту первую желтую петелечку. Дальше рабочую нить назад и провязываем 2 вместе. Петля, которая была на спице, и ту, которую подняли. Снова переворачиваем вот так петлю, пальчиком придерживаем, рабочую нить наверх, переворачиваем, берем рядышком вторую петлю желтенькую. Не пропускайте ни одной петли. Ниточку рабочую назад и снова провязываем 2 вместе. И так мы повторяем с каждой петлей. Вот так вот. Теперь тот, кто вязал классическая петлей изнаночную, то у вас уже петли лежат правильно. Уже переворачивать не надо. Мы просто переворачиваем на изнаночную сторону, подхватываем желтую ниточку и провязываем 2 вместе. Она уже правильно лежит. Снова подхватываем желтую ниточку и провязываем 2 вместе. И так мы каждую петлю, не пропуская ни одной. Вот эти петли, вот эту желтенькую, каждую, мы провязываем по 2 вместе с теми петлями, которые у нас на спице. И последняя у нас остается петля. Мы ее также провязываем вот с этой вот кромочной беленькой петлей. Если все правильно провязали, то у вас получится вот такие ровненькие зубчики, не перекошенные.
Дальше провязываем назад все петли лицевые. Первую снимаем, дальше провязываем все петли лицевые до конца ряда. Дальше мы свяжем с вами вот такой вот простенький узорчик. Поднимаем белую ниточку. Первую петлю провязываем лицевой, и дальше одна лицевая, одну снять. Ниточка проходит за петлей. Вон там у нас сзади проходит. Одна лицевая, одну снять. В конце ряда снять и кромочная. По изнаночной стороне снятую мы также снимаем, а которую мы вязали здесь лицевой, мы ее провязываем лицевой. Желтую я снимаю, белую провязываю лицевой. В конце одна лицевая и кромочная. Дальше мы вяжем 8 рядов лицевыми по лицевой стороне и изнаночными по изнаночной стороне пинеточка. Так, 8 рядов провязано. Эту ниточку можем уже обрезать. Так, можете посчитать 8 рядов, вот так вот, боковые, вот сверху желтенькой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше мы будем с вами вязать вот такой вот мысик. Мы провязываем 16 петель, не считая кромочную. С кромочной 17. Давайте считать с кромочной. 1, 2, 3. 14, 15, 16, 17. Потом мы 6 раз вяжем по 3 вместе. Как мы вяжем 3 вместе? Вот 3 петли взяли, в среднюю петлю из 3 правой спицей вводим спицу в эту петлю и снимаем первую петлю. И сразу же за спицей поднимаем ее на левую спицу, одеваем. А среднюю одеваем вот сюда наперед. И провязываем 3 вместе. Это 1 раз. Два. Три. 4. 5. И 6. Дальше вяжем 17 петель лицевыми, то есть 16 и 17 кромочная.
Теперь ряд изнаночными, ряд лицевыми и снова ряд изнаночными. 3 ряда вяжем. Провязали 3 ряда лицевыми, изнаночными, лицевыми. Дальше снова вяжем 17 петель вместе с кромочной. 2, 3, 4. Пятнадцать, 16, 17. Теперь 2 раза по 3 вместе, так же как мы провязывали. Вторую петлю снимаем и одеваем ее наперед и провязываем 3 вместе. 1 раз и 2 раз. И дальше вяжем до конца 17 петель. И снова потом 3 ряда вяжем. Ряд изнаночными, ряд лицевыми и ряд изнаночными. Вот такой у нас получился мысик. Теперь мы сделаем дырочки для шнурочков. Снимаем кромочную. Дальше накид 2 вместе. Накид 2 вместе. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда 2 вместе и кромочная. По изнаночной стороне все петли вяжем изнаночными. Накиды вяжем также обычной петлей, чтобы была дырочка. Вот так вот. Дальше мы вяжем резиночкой 2 на 2. Можете провязать, как я обычно говорю, как хотите. Можете 1 на 1, можете полностью резинкой провязать 3 на 1, можете платочной вязкой, каждый ряд лицевыми. Я провязала здесь, я вам сейчас замерю, 5 сантиметров резиночкой 2 на 2, потом 6 рядов я провязала лицевыми в одну в другую сторону. Потом опять я сделала такой же узорчик, но мы дойдем еще до этого. Пока вяжем резиночкой, хотите, давайте свяжем так, как я связала этот пинеточек. Итак, вяжем резиночкой на ваше усмотрение, высоту, какую вы хотите. У меня здесь 5 сантиметров. Итак, с лицевой стороны мы начинаем вязать резиночку 2 на 2. Снимаем кромочную, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так мы вяжем каждый ряд. По изнаночной стороне вяжем, где лицевые вяжем лицевыми, а где изнаночные вяжем их изнаночными. Итак, провязали нужное количество рядов. Теперь мы 6 рядов, начиная с изнаночной стороны, 6 рядов вяжем лицевыми петлями в одну и в другую сторону, чтобы у нас получилось 3 дорожки, если вы хотите связать так, как у меня связано. Вот вяжем 3 дорожки, или же считаем 6 рядов. Итак, смотрим по изнаночной стороне. Здесь у нас 3 дорожки. Теперь берем снова эту ниточку и вяжем так же, как мы вязали вот этот вот узор. Сразу после зубчиков.
Одну провязываем, одну снимаем. Одну провязываем, одну снимаем. На спице у нас сейчас 36 петель. И по изнаночной стороне белую снятую мы снимаем ниточкой перед работой, а желтенькую провязываем лицевой. Беленькую сняли, желтую провязали. Все, больше нам желтенькая не нужна. И дальше мы провяжем еще 2-3 дорожки, как хотите. Я провяжу еще 4 ряда и по изнаночной стороне закрою все петли. Так, желтую отрезаем. Вяжем беленькой все лицевые 4 ряда. Итак, провязала я здесь у меня 3 дорожки, потом узорчики, еще 2 дорожки. И теперь по изнаночной стороне, тут лицевая, тут изнаночная, я закрою все петли. Оставляем подлиннее ниточку, когда закроем все петли, чтобы сшить нам заднюю часть и подошву. Так, закончили. Здесь ниточки 2 рядышком, я их просто свяжу. И теперь здесь лицевая сторона у нас. Берем крючок. И вот за первую петелечку, вернее, за первую косичку протаскиваем ниточку. И начинаем сшивать. Берем за 2 половинки косички. Вот я беру. И здесь 2 половинки. Так, где она тут потеряла? Вот она. Две половинки здесь, 2 половинки здесь. Я беру за косичку не за вот эту, которая сверху, а вот которая вот чуть-чуть повернете, и вот она, видите? Вот они. А вторая вот сюда. Вот получается такой аккуратный шовчик. Он там как бы внутри. Вот видите, вот она косичка идет. Вот она.
Не вот это, а вот внутри. Сшиваем так до дырочек. До дырочек сшили. Теперь выворачиваем. И сшиваем потом также заднюю часть. Вот эти две желтенькие пока не трогайте. Сшиваем вот до этого места. Теперь мы ниточки внутрь, потом берем вот эти вот беленькая у меня проходит, и здесь вот беленькая проходит. Вот они. Я прям узелочек тут затяну и провязываю, и сшиваем дальше. Здесь сейчас две свяжу и дальше продолжу, которая подлиннее. Так, заканчиваем здесь. Вернемся чуть-чуть назад. Пару стежков сделаем. Так. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону. Ой, вернее, на лицевую. Вот смотрите, какой у нас получился шовчик. И вот по подошве. Теперь мы берем одну ниточку. И вот соединяем зубчики наши. Втаскиваем на изнанку.
И здесь закрепляем. Теперь нам остается шнурочек скрутить и вдеть. Скручиваем шнурочек и вдеваем в пинеточек. Ну вот, такие вот замечательные пинеточки у нас сегодня получились, девочки. Кто вязал внимательно, у вас тоже должно так же все получиться. Я жду от вас обратной связи, жду от вас комментарии, лайки, подписки. И вяжите с удовольствием. Сегодня буду прощаться с вами. Всего доброго вам. До свидания. До новых встреч. Всем пока-пока.